Мне давно не дает покоя тема про узелки и узлы. В старой магии узлы считались очень сильным инструментом. Это называли узелковая магия. Считается, что без первого узла никогда не получится одежда. Узлы использовались в обрядах. Узел принимал участие в первом оружии, как топор, лук, капкан, удочка, поскольку узел закрепляет и соединяет. В давние времена люди даже передавали послания с помощью узелкового письма. У древних инков веревки с узлами применялись в торговле. Узелковая система учета инков называется кипу. В Китае и по сей день существует искусство вязания узлов на любовь, успех, долголетие или процветание. Очень дорого оно ценится. Целители с помощью старинных ритуалов лечили от болезней или привязывали удачу. Узелковая магия всегда признавалась одной из самых действенных. То есть, чтобы закрепить, сотворить некое действо, его завязывали. Когда человек завязывает узел с намерением, он будто закрывает внутри него что-то. В православии есть даже правило не развязывать чужие узлы, так как узел может быть завязан как с положительным, так и с отрицательным намерением. Узелковая магия одна из самых действенных. Узел – один из основных магических символов. Он делится, закрепляя намерение человека на положительные и отрицательные, с плохим умыслом, с негативом. Положительный узел закрепляет защиту, защитный узел для защиты человека, также для защиты в любви, в деньгах, в здоровье. Отрицательный узел с плохим намерением, с негативом, с умыслом плохим перекладывает порчи, болезни, проблемы, горести, печали, скорбь, беды, страдания, бедность, нищету, долги, ссоры, чужую зависть. Поэтому, к примеру, на свадьбе всегда следили, чтобы на одежде жениха и невесты не было ни одного узла. То же самое касалось и рожениц. Женщину осматривали на предмет того, чтобы на одежде и волосах ее не было узелков. Если человек долго мучается на предсмертном одре, то в этом случае необходимо было распутать все узлы на его одежде, а также во всем доме. Люди отпирали все замки, распахивали все двери и окна, чтобы распутать магическую петлю-западню, из которой не может выбраться душа умирающего. Узел является неким накопителем энергии. Если завязать темные силы в узел, они перестанут беспокоить ваш дом. Если завязать болезнь, она отступит. И наоборот, если завязать чью-то волю, можно привязать этого человека к себе навсегда. Завязав с надлежащим заклинанием узел, можно повлиять на ход жизни человека, а также вызвать необходимые события. Чужой узел – это не просто веревка, это закрепленное намерение. Человек мог завязать его с просьбой о защите, о любви, о деньгах. Также он мог завязать его на охрану, на защиту, например, на нитке, завязать его оберегом на детской кроватке. Даже на детской одежде или на ручке дверей может быть не простой узелок, а энергетический замок. Развязав его, ты рискуешь разрушить защиту человека или его дома. Негативный или отрицательный узел завязывается наоборот, чтобы избавиться от болезней, бедности или негатива. Развязывая такой узел, ты вмешиваешься в чужую энергию. У старых ведьм было правило: если узел не твой, лучше его не трогать, потому что, развязывая чужой узел, можно распустить то, что в него было вложено. Чаще всего узлы встречаются в самых обычных местах. Узлы на пакетах, узлы на тряпках, веревки, перевязанные странным образом, узелки на нитках, узелки на ленточках. Со стороны это выглядит как мелочь, но в старой традиции
Узел считался способом перенести или закрепить энергию. Ко мне обратилась женщина с просьбой ей помочь, поскольку у нее начались большие неприятности и проблемы. Она рассказала свою ситуацию. Ей нужно было съездить домой к близким. С белым пакетом в руках она попросилась у водителя в маршрутку. Когда вошла в белую маршрутку, увидела, что все места пустые. Она села на одно из пустых мест, но водитель сказал ей встать и пересесть на другое место под номером 4, поскольку он сказал, что это место, на котором она сидела, и все другие места заняты, в то время как они были пустые. Можно садиться только на место под номером 4, под которым было много в тканях вещей. В целлофановом пакете у женщины были ее личные вещи. Не спросив и не ответив ничего, водитель быстро выхватил пакет у женщины и начал завязывать узлы на ее пакете. Поставив этот завязанный пакет им на проход возле нее, он быстро вышел с автобуса, не дав ей сориентироваться и даже ничего понять. С похожей ситуацией обратилась ко мне молоденькая девушка. Она ехала из села от мамы и несла целлофановые пакеты с продуктами и вещами. Устав, она присела по дороге на скамейку возле уже сидевшей там женщины, присела отдохнуть. Женщина, сидевшая на лавке, сразу же начала говорить ей, будто бы она хорошо знает всю ее семью, ее маленькой также знает. Когда девушка, встав со скамьи, сказала: «Извините, я пойду уже на автобус», женщина быстро вскочила, вытащила из своей сумки пустые целлофановые пакеты, связала ручки от целлофановых торб девушки своими пакетами. Девушка ушла, села на автобус и потеряла сознание. Здоровье в последнее время ее начало подводить. Никогда ни при каких обстоятельствах не развязывайте чужие узлы, завязанные чужими людьми. Развязывая чужой узел, будьте готовы взять на себя чужие неприятности. Никогда ни при каких обстоятельствах не развязывайте узлы, потому что когда человек завязывает узел, а очень много людей завязывает такие узлы с негативом, он все свои проблемы перекладывает, завязывая этот узел. Мало того, есть люди, которые умышленно наговаривают порчу, негатив, когда завязывают узел. Поэтому ни один пакет не стоит того, чтобы этот узел развязали. Тот, кто завязал такой узел, все свои горести, печали, скорбь, он все в этот узел замотал. Когда мы его разматываем, мы все это можем принять на себя. Ни в коем случае, я вас предупреждаю, никогда в жизни не открывайте эти узлы. Лучше не раскрывайте их. Человек, который это завязал, он приносит вам свои беды, страдания и болезни. Иногда в узлы запечатывали не только болезни, но и ссоры, долги, чужую зависть. Тот человек, который завязывал этот узел, думает о своих проблемах. У него заканчиваются деньги, до зарплаты еще далеко, а здоровье в последнее время также подводит. Казалось бы, ну что такого в обычном узелке на пакете или веревке? Но никогда не развязывайте чужие узлы, особенно если не знаете, кто и зачем их завязал. Когда вы развязываете такие узлы, вы все чужие проблемы со здоровьем и с деньгами принимаете на себя. Развязать узел без последствий может только его завязавший. А тот человек, который решит справиться с ним самостоятельно, рискует перетянуть на себя те проблемы, от которых хозяин узла решил избавиться. Ни в коем случае не жалейте пакета. Ваше благополучие важнее. Вы можете срезать узел ножницами или ножом,
Колющие режущие предметы считаются способом нейтрализации потенциального негатива. Можете вы, если нет ни ножниц, ни ножа, также просто его порвать, не раскрывая его, или оборвать пакет сбоку, чтобы извлечь содержимое. После этого пакет вы можете утилизировать. Что же делать, если так получилось, что вы уже развязали чужие узлы на вашем пакете? Нужно вымыть руки проточной водой и произнести: «Пусть все, что не мое, уйдет туда, откуда пришло, во благо». Также окурите руки, пространство полынью, можжевельником, шалфеем и поставьте защиту.